Здравствуйте. Сегодня я представлю комбинацию от чемпионов мира. Комбинация от чемпионов мира. Некоторые комбинации достаточно, вот первая особенно, я бы сказал, не комбинация, а контркомбинация, очень неожиданная. Она вроде бы очень простая, но вот сейчас вот сами посмотрите на эту позицию. Это от Яниса Вандервала. Это он играл еще на юниорском чемпионате Нидерландов. И потом Янис Вандервал играл с Тоном Сейбрансом, но тоже, наверное, еще юниорский, ну, может, около юниорского возраста было. Очень интересная партия, кстати, комбинационная. И, наверное, вот во второй партии вы, конечно, даже и видели, идеи из партии точно видели, но, может, партию целиком не видели. Здесь я целиком первую партию не буду показывать. Янис Вандервал играл белым с Бертом Ван Хартеном. И давайте вот посмотрим на эту позицию. Ход черных. Может, я даже поверну позицию. Но вы здесь видите комбинацию за черных. И вот хорошая она или плохая. Я хотел бы, чтобы вы чуть-чуть, я не хочу сейчас сразу все показывать, чтобы даже, может, поставили на паузу. Комбинация есть, ясно какая. Но. Что тут будет после этой комбинации? Давайте смотреть. 23-29 проводит комбинацию, 16. Честно сказать, я не видел этой комбинации, контркомбинации вообще просто не видел. На 48. И вот тут вот комбинация на большинство в один ход. Но она неожиданная, но она очень, то есть симпатичная, конечно. Очень неожиданно. Вот я стоклеточник, я, честно сказать, не видел этой комбинации. Так, давайте следующую позицию. Партию, точнее сказать. Давайте полностью будем смотреть. Тон Сейбранс играл с Янисом Вандервалом. Ну, вот эти вот позиции я не знаю. Написано КНДБ, 1976 год. Когда они в каком соревновании играли, я не знаю, честно говоря. Ну, вот еще хочу сказать, что новые партии появились. И во многих партиях именно не отмечено, где они играли, но так или иначе нас больше творчества, конечно, интересует. Ну, год есть. Вот. Так, 5-10. Естественно, ставить тут покуда нельзя. Потому что 13-19. 31-27. Видите, кол такой. Не сразу собирался, то есть 41 никуда, вот сразу 35, именно 35-30. Вот Сейбранс так решил сыграть. 31-27, но играют всякие позиции, понятно, играют. И вот голландцы по поводу теории, то есть достаточно хорошо они ее знали, играли. Тут тоже много теорий от Тона Сейбранса пошло. То есть всегда, к чему это клоню, что всегда приятно посмотреть, как они разыгрывают позиции, то есть как ставят позиции после дебюта. Ну, раньше я вообще хочу сказать, что вот когда Советский Союз, наверное, что-таки вот голландцы, Сейбранс, ну и Вилсма, Клерк, вот ставили очень хорошо, то есть позицию после дебюта. Может, где-то кто-то со мной не согласен, может, где-то ошибаюсь, но мне, кстати, вот я смотрел партию, очень нравилось. Как я уже говорил, там с дебютом было, ну, достаточно очень хорошо все. Но и сейчас, в принципе, там хорошо, естественно. Так, 49, видите, покуда не ставит, потому что здесь удары вот эти различные, то есть ставить сразу никуда нельзя, потому что, давайте, может, покажу так, для ПДНов, то есть я многие вещи, как я уже говорил, для ПДНов, я еще раз повторюсь, потому что кто-то смотрит так, кто-то по ПДНам смотрит, то есть какие страны. Так, ну вот эти моменты, то есть и шашка очень плохая, естественно. Так, 6.50, и ставить покуда на постановку сразу 34-29 будет. То есть избавляемся от этой связки и играем достаточно свободно на фланге. Далее, так, 47-41 было, 17 и поставил.
Ну, вот такая вот, как сказать, вроде бы опасная позиция, но играет Сибранс, то есть к чему я говорю это все, что достаточно точный расчет. Почему позиция не очень, конечно, красивая, потому что вот 49-й шашки нету. И есть, конечно, неприятные моменты с этой точки зрения. То есть при каком-то нападении, то есть 40-35, вот будут эти удары. Но здесь, как я уже говорил, расчет. И на что рассчитано, что сейчас будет 33-28 все-таки нападать. И кол будет открытым. И все-таки эта шашка не влияет. Такого значения не имеет, как при закрытых колах. Вот эта вот шашка не имеет такого значения в открытых. Поэтому здесь важен расчет. Так, вот здесь вот интересных моментов пару есть. Сейчас я покажу. 18-22 было, но это самый логичный ход здесь. По-другому, ну, не видно по-другому, как ходить. Если есть еще какие-то ходы 9, но здесь тогда вот этот будет. Наверное, на 9, я думаю, что будет так. Либо вот этот вот переход. Еще, кстати, возможен вот интересный ход. Кстати, часто очень он не смотрится. Но здесь вот именно не в этой партии. Не смотрится 27-22. Почему не смотрится, как это вот для меня какой-то вот для стоклеточника как-то чуть-чуть нестандартный ход. Может, кто-то со мной не согласится. Может, я вот давно реально игры не видел, кстати. Может, из-за этого. То есть, если перебиваться, то здесь будет вот этот вот вариант. Сюда будет какой-то бой, а на 30 сюда будет именно вот этот вот момент. Давайте, может, сюда. Да-то здесь, наверное, и 32 даже можно уже. Да, этот момент. Я 33 хотел, но вот 32. И вот видите, сейчас с угрозой с этой. То есть такая идея. То есть 27-22. Ну вот хорошо, что я начал, кстати, смотреть. Я эту идею тоже уже давно не встречал, потому что вот я сразу так и не помнил, что вот 27-22. Закрытые колы как-то вот сейчас получается вот эти онлайны, и как-то даже я смотрел, сколько партий смотрел, сильно закрытые колы не играли. Есть какие-то партии, но их не так много, и идей, то есть так, ну, я бы сказал, немного идей, то есть старые какие-то идеи вот есть, не то, что которые стандартно встречаются, но вот таких позиций, по-моему, сильно и не было. Так, если я, кстати, вот я говорю, что что-то там не досмотрел, ошибаюсь, то присылайте комментарии. Здесь вот комментарием тот случай, как раз я когда рад комментариям, потому что позиция, ну вот я говорю, что давно не встречалась у меня. И вот здесь интересно, давайте вот здесь вот посмотрим. То есть здесь по первому такому, если вот играть в блиц, я опять к блицам, к онлайнам склоняюсь. То есть ход 29-23, да, вот. Ну, здесь, естественно, вот может быть такой момент. Кстати, здесь комбинация, наверное, есть. Да, я вот видите, стандартно все смотрю. Естественно, не стоит сюда бить, потому что на 33 это ошибочный ход. А есть комбинация. То есть есть здесь комбинация такая вот. Так, 38 и так далее. Ну, вот такая вот комбинация есть. Здесь белая без двух шашек, но так. Позиция нам может даже спуститься на 31. Нападать может сразу и не стоит. Ну, здесь надо смотреть. В общем, позиция я бы играл, конечно, за белых, хотя без двух шашек. Но момент такой, конечно, 29 я вот чуть-чуть, то есть не чуть-чуть, это я тоже неправильно сказал, поставил чуть-чуть, это я называю чуть-чуть, это один вопросительный знак, я называю чуть-чуть. Вот надо было 27-22 есть. Есть ход тоже опять вот идея, которая достаточно нечасто встречается, но комбинация такая есть. Это я уже, вот скажу честно, это я уже помню. То есть 27-22, если на 27, то вот такая вот тактика интересная получается. Ну, вот это вот
тактика, вот эту тактику я считаю, что надо проводить. Это наиболее логично. Вот я вам считаю, что показал тут интересные идеи вот на этот ход. И вспомнил сам, честно говоря, по закрытому кругу кое-что. И свежу, можно сказать, в памяти. И даже вот некоторые моменты вот для меня уже давно, то есть не игравшиеся, то есть было очень полезно посмотреть. Так, 18-22 на 14 и 32-27. Но эту партию, вот, наверное, я думаю, что все-таки эту партию вам, точнее сказать, давайте так сформулирую, указывалось во многих источниках, наверное. Сейчас грозит удар 7-12. Такой переход нежелательный, я извиняюсь, такой переход нежелательно, неправильно сейчас показывал, и на 31, потому что на 18 потом будут менять, и здесь просто не хватает шашек, чтобы быстро подойти в центр. Видите, то есть это не вариант, я считаю. Поэтому Сейбранс вот пошел 39-33, и идея на 39 интересная очень. На 14-19 вы, наверное, все знаете вот эту сейчас идею. Я тоже паузу маленькую сделаю. 29, тогда надо 4 шашки бить, и вот такая комбинация есть. Здесь тоже без 2 шашек, но потом прячем эту дамку и с большими шансами, естественно. Так, 17-21 было, 43, ну вот. Тон Сейбранс укрепился, то есть 3 защиты, 4 нападения, но 4 это здесь практически вот эту тройку непонятно как перекинуть, выйдут на 23. Тут здесь все предусмотрено. 14-19 напал, 9 и 42. То есть 12-18. Если по прямой здесь атаковать, то есть. Давайте так. Вопросительный знак поставил. Если по прямой здесь атаковать, то есть вот эта идея. На большинство. То есть нельзя. 12-18, 44. Вот 18-22, ну такая классическая, конечно, жертва. Ну, я думаю, что надо было атаковать просто. В этой позиции надо было посидеть, посчитать и атаковать. Вот 18-22, 14. И здесь опять Тон Сейбранс провел комбинацию. Она стандартная комбинация. И она уже в книгах тоже есть. Вот такая вот комбинация. И выиграл Тон Сейбранс. Итак, до новых встреч. Я надеюсь, сегодня комбинации вам понравились. Может, в позиционном отношении партии. Ну, я бы сказал, не супер с идеями в позиционном отношении. Потому что вот эта партия хорошая в позиционном отношении. Но здесь, конечно, больше все-таки комбинационная партия. Это естественно. Ну и полезно достаточно, я думаю, освежить вам вот эти вот идеи будет в памяти. До новых встреч!